Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вы снова на Зеркальном Таро. Спасибо, что зашли, что приходите, что поддерживаете мой канал морально, материально, лайками, подпиской. Супер спасибо, донатами. Всем вам низкий поклон. И давайте мы с вами посмотрим, какие события придут, вас удивят, порадуют до конца года, да? С кем судьба сведет. Давайте посмотрим. Вот такие у нас сегодня вопросы. Деньги идут вам, хорошие денежки по девяточке. Большая идет какая-то радость. И вы знаете, они идут в рост, эти деньги, на увеличение. Так, вышла карта судьба. Ну, здесь как бы по справедливости вы получите какие-то очень деньги хорошие. Ну так, у кого борьба идет сейчас за финансы, да, может быть и суды у кого-то идут, то здесь на вашей стороне будет справедливость, и вы получите очень хорошие деньги. Так, может быть, кстати, в два этапа. Ну, не обязательно, здесь сам факт, да, к этому все идет. Дальше, у кого-то идет финансовая какая-то стабильность по справедливости. Это может быть, например, у вас в коллективе есть какая-то борьба. Или выбор, например, начальник сейчас выбирает, да, кого там назначить своим заместителем, может быть, да, ну какой-то рост. Вот здесь как бы по справедливости действительно именно вы, те, кто пришли ко мне на гадание, получите вот этот доступ к каким-то хорошим, к росту, да, к вашему благосостоянию, вот, к новой, возможно, должности, вот, на которой вы будете классно зарабатывать. Но у нас еще десятка пентаклей, это семейная карта, поэтому здесь, в принципе, может быть показано, что наконец-то судьба поворачивается к вам лицом, и здесь будет у вас все очень хорошо налаживаться и в финансовой в жизни, и в семейной, и в любовной сфере. Так, это то, что до конца месяца мы смотрим. Вот здесь какой-то мужчина будет принимать твердое решение, знаете что, воссоединиться с родными своими. У кого-то это может быть с семьей, когда возвращается мужчина в свою семью. Это возможно, когда человек понимает ценность своих родных и близких, понимаете, и снова будет на пороге своей семьи. Это может быть и сын, допустим, если он где-то уехал далеко, не общались, может быть, или ссора какая-то произошла, да, либо настолько далеко, что уже, как бы, знаете, стали чуть ли не как чужими. Здесь человек принимает решение, что ему нужно вернуться вот к своим родным, к своим корням. Очень тоже хорошие идут знаки. Вот. Так. Дальше. Можете ожидать на пороге, например, кого-то из очень далекого далека. Так, смотрите, вообще старших арканов много, да, сразу прямо пошли. Это что значит? Это значит, какие-то серьезные, крупные, действительно хорошие перемены в вашу жизнь заходят. Вот смотрите. Здесь показано, что кто-то своим трудом, вот карта труда, восьмерка пентаклевая, вы добьетесь большого расширения в ваших делах. Это, скорее всего, касается больше тех, у кого свой бизнес, да. Вот как бы шло все так умеренно, спокойненько, и тут на тебе по карте мира, ну весь мир у ваших ног. Ну, возможно, у кого-то сейчас, у многих бизнесов в такой период времени, как мы сейчас находимся, да, к концу года, могут быть действительно такие, как говорится, урожайные дни, да, когда человек может там за неделю столько продать всего, что это как целый год ему надо было работать. Вот как будто так показано. Здесь еще может быть показано расширение, когда вы примете решение, например, у вас был один магазин, а все-таки открыть второй. Здесь рекомендовано, да, что это расширение принесет вам удачу, победу. Вы будете на коне, вы будете радоваться жизни и своим каким-то успехам, и своим правильным решением. Так, вот здесь у нас показана женщина. Это вы, дорогие мои, да, у вас большое доброе сердце, вы красивы, вы умны, вы очень харизматичны, вы талантливы. Даже если вы об этом не подозреваете, карты говорят, что так оно и есть. Прямо рядом с вами вышла карта победы. Вот в чем-то идет вам успех. Может быть, в делах, конечно, и любовных. Знаете почему? Потому что вы показаны кубковой все-таки королевой, да? Ну, возможно, вы встретите свою судьбу. Либо идет, допустим, возобновление или налаживание отношений с тем, кого вы любите. Потому что карта препятствий здесь вышла, да? То есть, значит, какое-то препятствие будет все-таки преодолено. Так. Так, смотрите, здесь прямо рядом у кого-то показано с финансами и крутится какой-то обман.
То есть, смотрите, обратите внимание, это большая серьезная подсказка. Может быть, кто-то хочет у вас одолжить, например, денег, причем крупную сумму. И здесь показано не реагировать, да, вот сказать нету, не могу, уже кому-то одолжила. Вот потому что этот человек как бы через обман хочет подойти к денежкам. Ну и рядом стоит карта башня. А эта башня-то всегда провал, понимаете? Поэтому как бы не реагируйте. И вы таким образом сохраните свои пентакли, эти свои деньги. Вот. Что это за человек? Этот человек далеко находится. Он в таком общении не только с вами. Вот смотрите, по 5 мечевой у него такие разговоры и с другими есть людьми. Он, конечно, заходит через просьбу, через ну, помоги мне, ну, через просьбу о помощи, да? Человек далеко. Смотрите, девочки, это, скорее всего, показан кто-то в переписках. Вот эти вот люди, которые входят в доверие, да, мужчины, а потом начинают просить денег. Ни в коем случае не давайте. Он даже просит не только у вас, он еще с другими общается и тоже вот помоги мне, что-то случилось, да, это все обман. Все, вот такая вам подсказка. Это именно связано с тем, кто далеко. Так, поэтому практически ваши, если вы будете разумны, ваши деньги в безопасности, если вы сами их никому не отправите, правильно? Так, давайте здесь посмотрим. Вот здесь кто-то с любовью будет кому-то, как говорится, последнее прямо отдавать, да? Просто потому, что очень сильно любит. Вот видите? Вот говорит, я тебе отдам все, что у меня есть. Я еще заработаю, но я тебе хочу помочь. Опять же, если это касается предыдущей линейки, ну, девочки, ну, будьте, пожалуйста, разумны, да? Вот. Но это может быть, конечно, уже новая история, когда один человек другому будет как бы снимать последнюю рубашку, помогать в чем-то, потому что любит. Вот. Так, дальше смотрим. Ну, здесь показан человек, который считает, что уже все потеряно. Это касается любви, любовных отношений. Но человек этот мечтает о каком-то еще шансе, и этот шанс будет ему дан, и он войдет в силу. Смотрите, это 100% любовные дела. Молодой мужчина здесь показан у нас. Может быть, моложе вас, моложе дамы, может быть, вы одногодки, сверстники, без разницы. Но здесь будет еще один шанс, который вы возьмете, потому что карта сила, да, еще если первая вышла, понятно, что, скажем, у этой ситуации есть энергия, есть сила, да, для того, чтобы она завершилась, чтобы она развивалась и завершилась положительно. Поэтому у кого-то, конечно, примирение будет. Вот шанс такой будет дан, и по карте сила вы возьмете этот шанс. Так, любимая моя, а здесь, смотрите, какая интересная линейка. Есть мужчина, да, есть мужчина, который дорог очень женщине. Нет контакта сейчас, но есть мечта о том, чтобы контакт произошел. Двоечка вот эта, вы знаете, что она часто показывает? Особенно если рядом карта мечта. Что будет момент у этой пары, когда сойдутся вот эти две как будто невозможности. Потому что сейчас кажется, что это невозможно, чтобы этот мужчина был рядом. А они сойдутся в одной точке, вот эти две невозможности. Точка соприкосновения обязательно будет. Ожидайте от человека, с которым вы хотели бы очень встречи, увидеться, слово от него какое-то услышать, смс-очку получить, звоночек, на пороге его увидеть на своем, да, он обязательно проявится. Вот она идет вам, счастливая встреча. Больше того, он уже ее планирует. Эта встреча будет очень такой, ну, какой-то яркой, очень много эмоций. Вы можете где-то пойти гулять, поехать вместе. Какая-то встреча может быть с друзьями, с родными. Но, конечно, здесь главная история будет происходить наедине, да? То, что будет происходить наедине. Но и будут к вам все равно еще присоединяться какие-то люди. Как-то будете что-то то ли отмечать, да, то ли вот вместе праздновать. Вот такой момент идет. Так, здесь будет завершаться какая-то ситуация, которая долго тянется, и она завершится. Для тех, кто пришел на мой расклад, очень положительно, вы будете довольны. Что это? Это в каждом случае очень индивидуально, да? Затянувшаяся какая-то история, которая, возможно, надоела, утомила. Хотелось бы уже, чтобы как-то уже она разрешилась. Она разрешится положительно для вас, будете довольны. Что это может быть? Да, ссоры, разводы, суды, что-то. Либо очень долго не общались, да, встречались, потом поссорились, разбежались, и вот оно подвисло, и непонятно,
будет что-то дальше, не будет что-то дальше. Вот эта зависшая ситуация будет как бы обрываться. Все будет уже ясно и понятно. И вы будете довольны этим результатом. Так, здесь у нас показана женщина. Смотрите, женщина-мама, женщина-хозяйка, да, женщина-жена, может быть и правда беременная сейчас, о ком-то очень тревожится, о ком-то очень волнуется, и даже как страх какой-то переживает эта женщина. Давайте посмотрим, стоит ли волноваться, стоит ли волноваться. Может быть, здесь даже, знаете, какой страх? Страх, что кто-то магичит, допустим, в вашу сторону, да? Страх магии, что ли, от другой женщины. Боитесь вы магии какой-то. Вот. Давайте посмотрим. Но нет. Нет, эта женщина не магичит на вас. Либо, знаете что, не смогла. Даже если пробовала, то не получилось. Потому что вот это у нас точно слова нет. 10 раз, да, 10 раз повторено нет. Да, если боитесь какую-то женщину и магии от нее, то либо она делала, но у нее не получилось, либо даже не делала, допустим. Может быть, вы почистились и боитесь, что кто-то начнет опять, ну, что-то делать, какие-то шаги в вашу сторону плохие. Это не показано, нет. Так, здесь встреча идет у двух людей, будете подбирать ключик друг к другу, к сердцам друг друга, после каких-то запретов и ограничений. Эти ограничения могут быть реальными. Ну, к примеру, да, я не знаю, закрыта, перекрыта граница, нет документов или просроченный паспорт или еще что-то, да, то есть внешние какие-то обстоятельства. Опять же, люди сюда входят, если люди какие-то мешают. Вот. И могут быть и внутренние ограничения, да, когда вот там я настолько обиделся или я настолько обиделась, что я прямо, ну, не могу не ответить, не приехать, вот никак. И вот это ограничение, оно будет снято. Здесь идет встреча. Будете подбирать ключик друг к другу. Так. Ну, вот смотрите, показан мужчина, который рвет и мечет. Любит и рвет и мечет. Почему? Потому что он как-то неправильно видит ситуацию. Скорее всего, здесь ревнивец показан. Мужчина, который ревнует очень сильно. Вот. Потому что он себе что-то надумал, напридумывал, да. Семерка, карта у нас в данной ситуации точно показывает иллюзии. То есть человек ошибается. Вот. Ну, здесь еще может быть, когда человек что-то доказывает, ссорится с кем-то, но он не прав. Потому что он не правильно видит ситуацию. Вот, мужчина. Видите, любит, стоит с любовью. Может быть, ссорится с женщиной, потому что он себе там что-то придумал. Говорю же, видит ситуацию не так, как она есть на самом деле. Так, дальше смотрим. Ну, здесь большой успех идет у молодого мужчины через трудности. Может быть, это ваш мужчина, может быть, это... Почему молодого? Потому что рыцарь. Вот, может быть, это ваш сын, допустим, да, идет большой успех, большая победа в результате преодоления каких-то трудностей. Но, что еще скажу, может показывать рыцарь им взрослого мужчину, если он и выглядит очень молодо, да, и в поведении он просто как мальчишка. Бывают такие люди, знаете, вот, ну, не стареет, как говорится. Вот, нет на него старости, да, что-то преодолеет, будет на коне. Вот, так, любимые мои. Но здесь женщина будет делать выбор. Женщина недоступная, неприступная, да, которая очень свои границы очерчивает. Она уважает себя, она себя ценит, она знает себе цену. Вот, будет делать какой-то выбор. Может быть, выбор с двух мужчин. Либо выбор допустить этого человека к себе все-таки или не допустить. Может быть, даже в переписке там ответить ему или нет. Но эта женщина очень фильтрует, с кем общаться, с кем не общаться. Будет выбор идти. Любовный именно. Так, здесь, возможно, что значит выбор? Может быть, у вас нет сейчас мужчины, а раз выбор, значит, может быть, что будет больше, чем один, раз будете выбирать, да? Может, два будет, будете выбирать. Так, ну, здесь кому-то идет серьезное предложение, девочки, император, да еще в паре, скажем так, в триаде с иерофантом. Это у нас все, что касается святости, веры, традиций, то есть крутится вокруг брака, а он еще и с любовью, этот мужчина, взрослый мужчина, будет кому-то делать предложение, девочки, а выходи за меня, любимая, замуж, вот так. И у него есть какие-то переживания на этот счет, чтобы ему, конечно,
не отказали. А вообще с этим мужчиной будет все хорошо у вас, все будет благополучно. Не надо тоже и вам переживать и бояться. Во-первых, вышла карта удачи, фортуны. Прямо жизнь поворачивается лицом. Во-вторых, вот карта защиты, помощи, подмоги. Да, человек, который будет всегда рядышком с вами, закрывать какие-то ваши проблемы, помогать их решать вам, да. Финансово с ним будет все очень хорошо. Поэтому, да, вот от такого мужчины, этот взрослый показан, да, вы же видели, этот у нас мужчина взрослый уже. Точно не мальчик. Вот, так. Дальше. Ну, здесь какой-то справедливый идет большой успех. Опять же, как может быть финансовый, карьерный, либо у кого-то идет, когда вы получите желаемое, и это желаемое это мужчина, но это будет справедливо, да? Может быть, какие-то были обстоятельства, вот, когда кто-то вмешивался, например, в вашу пару, да? Но вы знаете, допустим, что вы никому плохого ничего не сделали, он ваш, да? Вы его любите, там, он вас любит. Почему вы должны там его, не знаю, отдавать, терять, отворачиваться от него и так дальше? Как бы справедливо будет с вами этот человек. Это еще, ну, карта тоже, опять же, росписи. Это у нас еще роспись. Подписание бумаг. Так, тот, кто ушел, очень сейчас тяжело это переживает. Это мужчина, который ушел, либо вы ему сказали уходи, да, очень тяжело переживает именно то, что вы не вместе, то, что вы не рядом. Может быть, кстати, не обязательно вы расстались, уходи, а может быть, просто уехал вынужденно и где-то далеко. Очень страдает, очень хочет рядом быть с вами. Человек, кстати, может быть при власти, может быть иностранец, может быть при погонах. Вы видите, да, какой король тут у нас? Страдает, переживает, хочет вернуться, проявляет, знаете что? Карты показывают, что он вам верен. Если вы кому-то не доверяете, да, то здесь показана карта верности. И вообще вспоминает вот все хорошее, что было между вами. Если это ваш сын для кого-то, да, вот, то здесь он часто вот вспоминает там какие-то домашние, уютные такие какие-то моменты, знаете, и хочет быть рядом. Для него это является большой-большой ценностью. Этот человек будет обязательно рядом, потому что для него это важно и ценно, понимаете? Вот. И даже если для кого-то это показано, что человек ушел, потому что вы поссорились, он будет возвращаться. Если вы его примете, то все будет хорошо. Итак, вот такая у нас сегодня история показалась. И давайте уже дочитаем до конца. Смотрите, здесь идет воссоединение и встреча между людьми, которые на расстоянии 100%. Потому что вот эта карта всегда говорит, что я стою и смотрю на другие берега. Другие берега — это другие страны, другие города. Понимаете? Долгое ожидание, долгая невозможность какая-то встретиться. Понимаете? Долгие какие-то проблемы. Все-таки завершатся, и пара будет вместе. И по двоечке кубковой это всегда, знаете, когда нет между вами никого, или уже никого нет, кто бы вам мешал быть вместе, да, вот, вы смотрите друг на друга, и никто вам не нужен, кроме друг друга. Вот такое у нас сегодня гадание. И я посмотрю, насколько вам было интересно, насколько вы прочувствовали, что это вас касается, по вашим отзывам. А сейчас до новых встреч, мои любимые. Пока. До новых встреч.